Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжим разговор о Второй мировой войне, о ее причинах, следствиях, характере и движущих силах. На этот раз мы поговорим о Балканах, о том кровавом кошмаре, который там завязался благодаря Англии и Германии. Хотя Германия здесь гораздо меньше виновата. Но суть не в этом. Маленькое такое отступление. Буквально несколько слов о подготовке Германии к войне. Вернее, об удивительных фактах этой подготовки. Вот фирма Мессершмитт создает очень хороший истребитель Мессершмитт-109 и продает его в Люфтваффе. Это нормально, правильно, естественно и логично. Но кроме Люфтваффе этот истребитель поставляется за границу. Ну, скажем, 40 машин в Венгрию. Это понятно. Венгрия – предстоящий грядущий военный союзник. Это все можно объяснить и понять. 5 истребителей Советский Союз. Ну, тут тоже объяснимо и понятно. За пшеницу и нефть чем-то рассчитываться надо, денег нет. Зато есть истребители Мессершмитт-109, его мы и продаем. Русские. 2 истребителя уходят в Японию, но тут тоже понятно, японцы просто хотят понять, как же немцы делают свои машины. Это тоже естественно, тут вопросов нет, тем более Япония союзник. 16 истребителей уходят в Болгарию. Ну, тут тоже царь Борис как бы германофил, Болгария в сфере немецких интересов. Это можно понять. Ну, тут объяснимо. 16 машин уходит в Словакию. Тут тоже все более-менее очевидно. Словакия – порождение, сумрачного гения Гитлера. Страна создана, государство создано тщанием оберштурманфюрера Визенмайера. Поэтому снабжение ее новейшими немецкими самолетами считается естественно понятным. 83 машины уходят в Швейцарию. Здесь тоже все понятно. Швейцария – это банковский центр Европы, это экспорт-импорт, это прикрытие переговоров, это необходимость дружеских отношений. Тоже все очевидно. А теперь вишенка на торте. 73 истребителя Мессершмитт-109 уходят в Югославию. Служить службу югославских ВВС. Если бы Гитлер планировал Вторую мировую войну и свой поход на Балканы, стал бы он поставлять такое количество современных истребителей потенциальному противнику? Вот это очевидно. Тем не менее, югославы получают свои Мессершмитты, тренируются в них воевать и в начале войны воюют с немцами. В принципе, этой войны быть было не должно. У немцев нет интересов на Балканах, кроме торгово-закупочных. Им интересно табак, вино, мясо, продукты. Собственно, и все, больше там нечего. Тем не менее, война происходит, перерастает в цивилизационный конфликт с морем убитых, с просто чудовищным количеством пролитой крови, со страшными преступлениями против человечности. Хотя, в принципе, этого быть было не должно. Все началось с того, что Италия начала войну в Албании. Италия захватила Албанию, объявила часть Албании своей территорией, поставила своего Маретичем короля и начала грозить Греции. Соответственно, началась итальянско-греческая война, в которой, как это ни удивительно, но греки наваляли итальянцам. Именно поэтому в войну с Грецией решила вмешаться Германия. Италия союзник, она союзник в Средиземном море, и хочешь не хочешь, а помогать союзнику надо. Но воевать с Грецией по состоянию на февраль 1941 года Германия не может. Нет возможности вторжения. Даже если Болгария, дружественная и союзная Болгария, разрешит немцам проход по своей территории, а она разрешит,
то самое большее, что могут сделать немцы, это захватить район Восточной Греции вдоль моря. Все, не более того. Такие малозначащие территории, которые, в общем-то, по большому счету Греции не касаются. На основную Грецию защищала линия Метаксоса, которую с территории Болгарии было прорвать очень трудно, потому что горы не позволяли маневрировать крупными силами танков, и была проблема. Единственное направление, с которой по Греции можно было нанести удар, болезненный и, по большому счету, смертельный для греческой армии, это район монастыря в Югославии. Но Югославия была нейтральным государством и никаких союзов с Германией не подписывала. Поэтому немцы попытались договориться с принцем Павлом, с королем Югославии, о том, чтобы Югославия вступила в состав Тройственного союза и пропустила германские войска на греческую территорию. В принципе, ничего страшного в этом бы не было. Но в Югославии произошел государственный переворот. Принц Павел и правительство, которое было настроено прогермански, были сметены. К власти пришли антигерманские силы, которые тут же объявили о том, что никаких соглашений ни с каким германским правительством подписано быть не может, что немцы враги югославов по жизни, по определению, и что альтернативой в договору с немцами может быть только одно – война до победного конца. Причем неважно, чьей стороны. Вот. Немцы сказали: хорошо, война так война. В апреле месяце 1941 года германские войска начали развертываться для войны с Югославией. И довольно быстро, буквально в течение нескольких дней, максимум 2-3 недель, Югославия перестала существовать. Это не случайность, это не немецкий военный гений, это противоречие цивилизационного характера. Югославия была сверстана из нескольких южнославянских территорий, где проживали очень разные народы. Словенцы, которые тяготели к Италии, хорваты, которые считали себя частью Австро-Венгрии, сербы, которые были сербами, черногорцы, которые тоже были сербами, но считали себя черногорцами, македонцы, которые непонятно кто, и боснийцы, которые мусульмане. Мусульмане в центре Европы. Да, такое было. И такое сейчас есть, к сожалению. Немцы не прилагали больших усилий для раздробления югославского общества, оно раздробилось само. Существовала очень сильная хорватская националистическая организация. Даже несколько организаций, которые готовили переворот, которые готовили отторжение Хорватии от Югославии. Считали немыслимым для себя существовать в одном государстве с сербами. Почему это было непонятно, сейчас это необъяснимо, но эта вражда, она существует издавна, и она существует по сей день. В чем ее корни? Бог весть. Но это так. Хорваты и сербы не могут жить в одном государстве. Они не толерантны друг к другу, не комплементарны друг другу, они несовместимы друг с другом. Почему и зачем – это другой разговор. И вот начинается, в апреле 1941 года начинается война с Германией. В этой ситуации что делают хорваты? Во-первых, они бегут из армии. Они бегут массово, они сдают оружие, они не сопротивляются, они помогают немцам. Во-вторых, они немедленно объявляют о создании независимой Хорватии. И в-третьих, они пропускают немецкие части в самое подвздошье Сербии на Белград. Словенцы не сражаются, хорваты не сражаются, македонцы не сражаются, боснийцы не сражаются. Сражаются только сербы, но сербов меньшинство. Югославия развалится на куски на глазах изумленной публики. Немцы доходят до юга Югославии, до местечка Монастырь, и с него
силами двух полевых армий танковой группы начинают вторжение в Грецию. Естественно, что силы были несопоставимы. Немцы в течение нескольких дней разгромили греческую армию. Остатки греческих и английских войск бежали на остров Крит. Немцы подняли флаг над Парфеноном. Все, Греция закончилась. Остатки греческих и английских войск на Крите были потом разгромлены силами немецкого воздушного десанта. Это единственная успешная операция военно-воздушных сил за все время Второй мировой войны. Она входит в учебники во всех военных училищах, которые готовят офицеров-десантников, но это единственная успешная операция. Треть десантников погибла, была ранена, но тем не менее они выполнили задачу. Но это совсем уже другая история. Пока что мы говорим о Югославии и о причинах ее поражения во Второй мировой войне. Многие считают основой этих проблем религиозный фактор. Хорваты-католики, сербы православные, но я не думаю, что это так. Это цивилизационный раздел. Хорваты не склонили голову перед турками. Хорваты были частью венгерской пограничной завесы, пограничной марки австрийской. Они народ воин. Они сражались с турками на протяжении 250 лет. Сербы склонили голову и признали власть турок. Кстати, как и венгры. Более того, часть сербов приняла ислам и стала босняками. То есть босняки это не какие-то мусульмане, это те же самые сербы, но которые исповедуют ислам. То есть кровь у них одна и та же. Тем не менее, во время распада Югославии, второго распада Югославии, в наши дни, в 90-е годы, сербы воевали с босняками так же, как с хорватами. Это разные цивилизации. Нельзя совместить разные цивилизации в одном государстве. Это всегда плохо кончается. Это плохо кончилось на Украине, где цивилизация европейская, западенская, столкнулась с цивилизацией русской, донбасской. Это цивилизационный разрыв. Он не сокращается и ничем не микшируется. Он очень долгий. Боюсь сказать, но он вечный. Поэтому немцы причем немцы использовали одного очень толкового, грамотного человека. Был такой оберштурмфюрер СС Вейзенмайер. Очень интересный человек, который создал своими руками независимую Хорватию, независимую Словакию. Он один стоил Германии 5 танковых дивизий, не меньше. Он понимал, с кем и о чем надо говорить, чтобы добиться своих целей с минимальными расходами сил и средств. Он нашел монсеньора Тиса. Он достал из итальянских загашников Анте Павелича. Неважно, какую роль сыграли эти люди, важно, что они оказались в нужное время, в нужном месте благодаря Вейзенмайеру. Жалко, что в России нет таких Вейзенмайеров сейчас. Я не хвалю его, я не преклоняюсь перед ним, я оцениваю его как выдающегося профессионала своего дела. Профессионализм – это хорошо. Плохо, что он служит злому делу, но это уже вторично. Югославия развалилась, потому что она не могла не развалиться. И она вторично развалилась в наши дни по той же самой причине. Это цивилизационный раскол, который вечен.